Друзья, привет! Вы на канале Дом с бассейном. С вами Александр, Дом с бассейном. Виктор Садыгов, компания Ника Эстейт. На данный момент мы являемся прям подписанными, прочными, надежными партнерами по продаже курортной недвижимости здесь и в Сочи. В будущем, возможно, это будет даже дальше. Об этом мы позже поговорим. Вот. И сегодня мы хотим поговорить, в общем, про Дубай и конкретно про даунтаун. И буду вести здесь, наверное, больше не я, потому что я здесь только начинаю. Да, но сегодня мы поговорим про центр Дубая. Да, и даунтаун. И что здесь происходит. Да. Вот. Hi, bro. На самом деле, Дубай — это, в моем смысле, такое новое прочтение всеми любимого Майами. Многие про Майами знают. Все думают, что Майами — это один город, но на самом деле это большое количество маленьких и больших муниципалитетов, которые расположены на берегу Карибского моря. Да, и могу... Приветики, приветики. Вот, и на самом деле все это Майами, также и Дубай. Дубай состоит из нескольких локаций. Это даунтаун, это Джумейра, это Пальма, это Марина, это GLT, это Джумейра. Blue Waters. Это Blue Waters, да. Это и много-много локаций, которые Дубай Хиллз, дома Хиллз, которые ушли в пустыню. Да. То есть это много локаций, которые, по сути, по своей являются такими автономными, самодостаточными местами, где есть все. Школы, магазины. Про дома Хиллз. У нас будет отдельный выпуск. Вы там послушаете интервью, извиняюсь, что перебиваю, пока что не забыл. Там представитель дома Хиллз, когда начал рассказывать про то, сколько у них есть и чего внутри дома Хиллз, включая школы и так далее, мы обалдели. Ну вот я именно про это и говорю. На самом деле, именно про это я хотел сказать, что Дубай — это не только Бурдж-Халифа, хотя для многих именно Бурдж-Халифа является тем самым магнитом. И именно поэтому я сегодня вас пригласил именно сюда. Вот, кстати, одна красотка Бурдж-Халифа. Да, ночью там, конечно, происходит феерия, да. Кстати говоря, у нас очень, по-моему, приятная локация для того, чтобы здесь немного постоять и порассуждать. Ну, это одна из рукотворных лагун дубайских, да, которых в Дубае много. Их еще продолжают строить. Да. Самая большая сейчас лагуна рукотворная располагается в District One. Там в том числе располагаются одни из самых дорогих вилл, которые не на первой линии моря. И сейчас строится рядом с District One большой новый микрорайон, который называется Шоба Хартленд. Да. Этот Шоба Хартленд является мастером-девелопером. То есть это мастер-девелопер приобрел эту землю, сделал такой некий градостроительный план и привлек уже других девелоперов, которые вместе с ним развивают эту локацию. То есть это и Эллингтон, это и Азизи, ну и, собственно, сам Шоба. Вот. Но мы сегодня все-таки больше про то место, где мы сейчас находимся. Вот это голубая вода. И вообще, что мне здесь больше всего нравится, я хотел нашу встречу именно здесь начать, потому что именно отсюда начался для всех нас понятный и для всех нас привычный Дубай. Дубай, где есть Бурдж-Халифа, и Дубай, где есть большой дубайский молл. Он является самым большим в мире. И могу сказать, что мне понадобился год жизни в Дубае, чтобы понимать, как в нем не заблудиться, честно. То есть это реально год жизни, потому что именно в молле очень часто встречаешься по работе, ну и не по работе в том числе. Вообще идея Дубая, она, знаете, во многих странах, где, допустим, Италия, да, то есть я ее очень люблю, итальянцам современным достался просто бесценный багаж от их предков, который несет в себе информацию тысячелетий. И в Италии каждый клочок земли, по сути, лакшери, потому что он несет в себе какую-то эстетику, возделанную и ментально, и физически. И многие итальянцы к этому, на самом деле, не имеют ничего, они не прилагали к этому никаких усилий. Просто им так получилось, повезло, они родились в этой местности, и они получают эти блага, потому что они там родились. А здесь многие годы просто жили бедуины,
жили очень простой жизнью. Она была сложная, но так как она была для них обычной, она для них не была такой сложной. На сегодняшний день я вот, допустим, ездил в Саудовскую Аравию, и когда ты летишь на китайском скоростном поезде 300 км в час, летишь по пустыне мимо гор, и периодически ты видишь вдалеке палатки, верблюды. И я понимаю, что здесь Middle East — это вообще такой мир, который на самом деле для многих из нас, из вас, из нас, он мало вообще изученный, известный, но он просто богатой, тем не менее, историей, он со своими традициями. И чтобы все это узнать и понять, здесь нужно пожить. Здесь сумасшедшая многонациональность. Да. Здесь сумасшедшая многонациональность. И за то время, пока я изучаю Дубай, у меня, кстати говоря, родилось впечатление, или не впечатление, а уже четкая картинка, что Дубай — это про выбор локации. Но я имею в виду, вот кому-то даунтаун нравится, кто-то выберет, не знаю, Blue Waters, кто-то выберет Dubai Hills, потому что локация отдает. То есть они как разные города, они разные по темпераменту, они создают в каждом месте свое настроение, которое, вот район, который передает. То есть в Blue Waters приезжаешь, там, как в Европе, низкие строения, современные, проходишь, наверное, ближе к Америке, к Майами, там все-таки вот такая история. Dubai Hills с этими, с гольф-полями, да, то есть, сумасшедшая вообще история, когда у тебя посредине пустыни стоят гольф-поля. Вот. И при всем при этом мы все-таки решили стартануть именно здесь. Да, потому что отсюда все началось. Бурдж-Халифа стала тем самым магнитом для туристов и для больших денег. Да. Много историй с каждым днем, я их больше узнаю про локалов, про шейхов, которые здесь управляли. Это вызывает у меня много, на самом деле, уважения к ним, потому что они смогли... Вся основная идея, вот то, что я сейчас хочу, вот моего посыла, это то, что люди свою идею превратили в реальность. Ну да. То есть они свои мысли облекли в оболочку красивой архитектуры, оболочку такого дубайского вайба и в оболочку атмосферы большого комьюнити людей, которые здесь чувствуют себя комфортно, безопасно и готовы зарабатывать и тратить много денег. Но это же точка притяжения изначальная. Да? Точка притяжения изначальная, которую они сделали, на основе точки притяжения все дальше пошло быстро-быстро. Потом они очень интересно поступают на самом деле. Они зовут лучших архитекторов, лучших дизайнеров. Все правильно. Они у объектов создают историю. Ты сейчас сказал ключевое. Я именно про это хотел тебе сказать, что у них не было той истории, которую они могут показать. Да. И они сейчас эту историю создают сами очень быстро и создают такого уровня, что на самом деле даже... Вот я сейчас езжу периодически. Я езжу в Россию, я езжу в Европу, я езжу по Ближнему Востоку. Я могу сказать, что да, Европа очень милая, очень классная, очень вкусная, но она реально старая во всех смыслах этого слова. То есть она может новые впечатления тебе дать, когда ты туда приезжаешь первый раз. А потом это уже такие впечатления, которые ты знаешь, что ты их получишь. В Дубае ты получаешь новые впечатления постоянно. Ты можешь здесь жить год, 2, 3. Я общаюсь с ребятами, которые здесь живут давно. Это каждый день у тебя новые впечатления. И эти люди, они умеют создавать эти впечатления. И самое интересное, что эти впечатления не обесцениваются. Хотя и такое тоже бывало. С рынком недвижимости здесь такое было. До ковида рынок недвижимости именно дубайского взлетал и падал несколько раз. Ну, это было связано с общемировыми кризисами. Вот. И на самом деле последнее падение как раз было такое затяжное. То есть была долгая стагнация, рынок чуть-чуть поднимался. И до ковида он в таком вот режиме был, наверное, лет 5. То есть он не сильно рос, не сильно падал. То есть какая-то вторичная недвижимость могла стоить тех же денег или дешевле, чем новостройки или новостройки. Ну, то есть очень немного строили в тот момент. И именно ковидная история, когда весь мир закрылся, да, в своих странах, в своих домах, деревнях и городах, 2 недели были жесткие ограничения в Дубае, и через 2 недели они открылись для всего мира.
Сюда полетели самолеты из Америки, из Европы, из Азии. Сюда полетели самолеты со всего Ближнего Востока. И здесь в какой-то момент просто стало не хватать недвижимости для жизни тех людей, которые сюда приехали. Отели были заняты, апартаменты все были сданы, девелоперы начали активно продавать то, что у них долго продавалось. В этот момент они поняли, что просто не хватает проектов, и они стали как бешеные сумасшедшие просто эти проекты выводить на рынок. И вот этот ажиотаж, он продолжается 2 года. Сейчас дальше спросят тогда все, а через сколько ажиотаж-то закончится? Смотрите, в прошлом году драйвами рынка, хотя это уже был март, да, и все события, которые были в России, они подстегнули большое количество людей, которые поехали сюда. Кто-то выводил деньги, кто-то переезжал сюда. Это, конечно, было определенным драйвером для рынка Дубая. Но могу сказать, что русские в основном покупали либо люкс, либо такое среднее жилье по цене. Суперлюкс мало русских покупало, и эконом совсем не покупало русские. Поэтому могу сказать, что да, мы, конечно же, качнули рынок, но мы не были единственными драйверами. До как раз русских первые полгода прошлого года основными драйверами были все-таки англичане. А китайцы? Китайцы только в этом году сюда приехали. Серьезно? Да, и китайцы только в этом году стали, так сказать, такой занозой, да, потому что у нас были кейсы, когда наши клиенты приезжали в Royal Atlantis, смотрели вторичные лоты, там, допустим, они стоили по 25 миллионов, они приходили, смотрели и говорили: слушайте, брокерам, давайте вы пообщайтесь с собственником, если он дает дисконт, я завтра готов вносить деньги и входим в сделку. На следующий день брокер звонит покупателю и говорит: слушайте, сори, я не смог сделать дисконт, и цена выросла, он стоил 25, теперь она стоит 27. То есть за неделю вырос такой апартамент до 32 миллионов. Кстати говоря, а здесь дисконты, на данный момент, это же полная сказка, их не существует? Сейчас нет, не существует. Здесь скорее быстрее купят, я так понимаю, чем сделают дисконт. Но мы за один выпуск на самом деле не сможем передать. Не сможем. Скажем так. Но будет выпуск не один. Всю эту информацию, да, я рад, что мы наконец-то друг друга нашли здесь в Дубае. Да. Мы в Сочи на самом деле достаточно долго ходили друг с другом около. Да. Мы, кстати, там тоже работаем вместе. Мы же что-то показывали, продавали с Юрой, да. И вот Дубай сейчас все-таки оказался такой мощным магнитом для всех. Дубай интересный, он необычный, он интересный, он многонациональный и он очень быстро развивающийся. Здесь можно найти все-таки все, что угодно. Поэтому, чтобы наши зрители сегодня не соскучились, я предлагаю вот это все остальное оставить на следующий выпуск. Да. А сейчас показать то, с чего начинался именно сам даунтаун, да, как лакшери пространство. Он начинался с адресов. Адрес — это бренд, который создал Дубай, создали Эмираты. И это бренд 5-звездочного сервиса, 5-звездочных отелей. В Дубае их несколько. 2, собственно, есть здесь, в даунтауне. 2 есть в районе Марины. Вот, кстати, один сейчас мы видим. Вот видите, как в Сингапуре, да, в виде корабля, да, Куала-Лумпур. Где он там, этот дом? Где-то там, да. В общем, где-то там. Вот. Вот наверху находится бассейн, такой достаточно известный. Там модный бар, называется Сель-Ави. Как вся наша жизнь. Сель-Ави. Там есть та самая горка с прозрачным полом, с которой можно скатиться, и можно наделать штанишки. Страшненько достаточно. Вот. И вот 2 адреса, которые сейчас тоже на нас смотрят. Они прям за Дубай-молом. И мы сейчас... А все адресы принадлежат Эмару. Да. Эмар все-таки один из самых крупных, самый крупный. Он же является полугосударственным. На самом деле не совсем так. Дело в том, что здесь государственная компания только одна, вот 100% государственная, это Альдар, который принадлежит шейху Абу-Даби. Да. Все остальные компании, и Эмар, и Эмирас, и Нахил, это компании коммерческие, но часть доли компании принадлежит государству. Нахил, чтобы было понятно, почему Нахилу назвали, это компания, которая отсыпала острова. Да. На самом деле,
пальм было насыпано 2, только одна заселена на сегодняшний день. Также остров Булгари, да, также остров Blue Waters, также Дейра Айленд, который сейчас называется Дубай Айленд. Да. Нам есть о чем поговорить. Рассказать, друзья. А теперь Пойдем дальше. посмотрим адрес. Смотри, Саш, вот мы с тобой только что были вот там, на той площадке, рядом с Opera House. Да. И мы смотрели вот оттуда сюда, я показывал пальцем, говорю, вот это один из адресов, адрес Residence Skyview. Да. В даунтауне он считается таким более дорогим, хотя он там первый, да, здесь. Вот, но при этом именно здесь мне нравится располагается бар, который называется Селяви. И вот, собственно, он располагается рядом с бассейном, с которого Infinity бассейн, потрясающий вид на Бурдж-Халифа. Здесь сейчас получается же максимально актуальная картинка того, что есть в даунтауне, полная картина. Вот, мы поэтому сюда и пришли, что именно так выглядит даунтаун, просто здесь он в масштабе, да? Вот. Там мы видим огромную часть, реально 1/3 даунтауна, это у нас Дубай Молл. То есть просто торговые ряды. Так его пройти, его пока пройдешь, у тебя все. Да, там есть сервис, как в аэропортах, тебя на электрокаре могут довезти куда-то. Да. Поэтому, ну, потому что реально нереально его обойти. Его очень долго обходить, да. Причем вот. Там от батона до Луи Виттона. Все, так и есть. Здесь мы с собой видим сейчас, это монорельсовое метро, да, которое тянется через весь Дубай. И, собственно, большое количество жителей Дубая, в том числе и брокеров, которые еще не успели заработать в нашей компании себе на автомобиль, пока ездят на метро. Ну да, на такси здесь долго не наездишь. Да. Особенно по обеду. Особенно, да. Кстати, про метро мы с тобой еще будем рассказывать про Абу-Даби. Да. И короткая ремарочка. Вот это метро уже сейчас тянут эту ветку в сторону Абу-Даби. Через 1,5-2 года они достроят эту ветку до Абу-Даби. И по нашим прогнозам недвижимость в Абу-Даби вырастет на 30-40% к тому, что уже и так растет. А у нас будет выпуск отдельно про Абу-Даби. Мы отдельно проговорим, потому что это большая локация. На самом деле про Абу-Даби можно несколько выпусков сделать, но мы сделаем первый выпуск такой ознакомительный, всего по чуть-чуть, чтобы сразу дать... это хорошо. Ну, Абу-Даби... кстати говоря, пока про Абу-Даби зашла речь, Абу-Даби более зеленый. Он более зеленый, да. Он более спокойный. Там располагается королевская семья. Да. Там вообще, собственно, все очень богатые люди живут там. Да. Они стараются именно там приобрести недвижимость. Там средний уровень, он чуть выше даже, чем в Дубае. То есть люди там, не знаю, учителя в школах, в больницах, доктора, клерки в разных получают больше, чем здесь. Потому что он менее туристический? Это столица. Это столица. Просто столица. Это столица, да. Все. Я думал, просто он более арабский, менее туристический. Нет, он как раз вот именно остров Садият, куда мы поедем. Да. Это вообще остров, это такие большие Мальдивы. То есть очень похоже на Мальдивы, такое же красивое море, такой же белый песок. И самые топовые отели Абу-Даби именно там располагаются. Именно там едут отдыхать многие туристы. За последнее время, когда звучит Дубай, я очень часто стал слышать про Абу-Даби. Очень часто. Ну что, у нас просто есть клиенты, которые на данный момент уже там покупают. То есть, у нас была параллельная сделка, когда продавали в Сочи, покупали в Абу-Даби. Ну смотри, больше года назад, просто я в Дубае живу 1,5 года, и 1,5 года назад я уже продавал Абу-Даби. Мои коллеги из России Абу-Даби еще не продавали. Продавали вот только локалы и иностранцы, потому что про Абу-Даби мало кто знал. И я некоторых коллег из московских агентств, которые уже здесь открылись, на тот момент работали, возил туда и рассказывал им про этот проект. Он тебе нравится, я понял. Он мне очень нравится. Я, кстати, там купил несколько апартаментов. Сейчас я, кстати, планирую там купить виллу. И я считаю, что именно там просто бешеный потенциал для роста и для комфортной жизни. Посмотрим. Да, здесь мы видим, это у нас... Вот идет дорога Шейх Заеда. Сюда у нас тянется район DIFC. Это, собственно, дубайский финансовый центр, да?
Вот это известный комплекс такой коммерческой недвижимости. И вот там, если ты посмотришь, вот Бульвар Плаза и вот это продолжение, это коммерческая недвижимость, там сидят очень крупные компании, очень высокая арендная ставка. Вот. И вот мы видим адрес Бульвар, да, который выходит на бульвар. Вот эта дорожка, это есть бульвар, который идет вдоль всего даунтауна. Все, я понял. Да. То есть этот бульвар, он огибает, так сказать, весь даунтаун. И, собственно, все, что внутри бульвара, и есть даунтаун. А все, что за бульваром, это уже вот с той стороны это бизнес-бэй, а с этой стороны, вот я просто сам живу, то есть по факту меньше километра у меня до Бурдж-Халифа. Вот здесь вот как раз располагается City Walk, это Мирас построил. Да. Я живу в нем. Пешком можно перейти, пешком 15-20 минут можно дойти до Бурдж-Халифа. Ты пересекаешь Шейх Заед, и ты уже там. Вот с той стороны у нас получается, соответственно, бизнес-бэй. И бизнес-бэй, вот он практически огибает даунтаун. То есть с одной стороны у нас Шейх Заед, а с другой стороны фактически весь даунтаун огибает бизнес-бэй. И мы про это тоже как-нибудь отдельно поговорим. Коричневые здания. Это старый город? Что это? Это проект, который, скажем так, реплика старого города. Это один из первых жилых комплексов, который повторил образ и подобие именно старой архитектуры, в которой раньше жили арабы. Вот именно вот эта часть. Это жилой комплекс. Это жилой комплекс, это отель, это рестораны, торговые центры. То есть, собственно, здесь все то, что любят в Дубае. Здесь есть все и в одном месте. Тебе не надо никуда ходить. Да, я же говорю про локацию. Да. Выбрал локацию, с нее можно не выходить. Да. Все? Добак Хиллз. Да. Пожалуйста. Go. Пошли. Пойдемте. Мы долго рассказывали про даунтаун, и теперь пришло время показать все-таки, что можно купить в даунтауне. Что можно купить в даунтауне, чтобы были мурашки по коже? В даунтауне много можно чего купить, ребят. Вот один из вариантов, который мы продаем здесь с Сашей в даунтауне, это апартамент с 2 бедрумами за $2 миллиона. Да. Это адрес Бульвар. Да. И это мурашки по коже, друзья мои. Это мурашки по коже. Это просто выходишь и с ума сходишь. Когда мне кто-то рассказывает про виды и показывают совсем не такие виды, я также, кстати, как ты сейчас смеюсь. Я смеюсь, потому что это смешно. Ребят, если мы говорим с вами про виды, то виды должны быть именно такие. Причем вот днем у нас видно, там получается у нас море. Да, море, это Персидский залив. Море. Залив. На самом деле 15 минут до него на машине. Вот, у нас Шейх Заед. У нас, в принципе, все рядом здесь. Слева у нас бизнес-бэй, справа у нас здесь получается City Walk, и дальше Джумейра. Слева, да, это левая. Слева у нас Шейх Заед Роуд. Дальше у нас Coca-Cola Arena, где проходит, кстати, недавно там была Земфира, и все модные диджеи, и модные артисты там выступают, Coca-Cola Arena. Там же у нас City Walk, это проект, который Мирас построил. И дальше идет Джумейра, и, собственно, видно уже вот... City Walk, чтобы все понимали, кто еще не знает, это торговый центр под открытым небом. Да, но это вообще... Прогулочная улица такая с большим количеством магазинов, ресторанов и так далее. Да, и рядом при нем еще жилой комплекс, который тоже одноименный, также называется City Walk. Вот, City Walk от слова гулять по городу. Это то, что вы буквально 5 минут назад видели в обзоре в миниатюрном плане. То же самое мы сейчас смотрим с вами с 43-го этажа, да? На лифте сюда мы поднимались секунд 20, 30, 40 минут, не знаю, примерно. А здесь есть характерные особенности. Это адрес Бульвар, это гостиничная сетка. У нас прямой выход в Дубай Молл, закрытый выход туда, то есть нам не надо... Свой коридорчик, да. Естественно, здесь у нас полная гостиничная история. Это бассейны, фитнес-центры, уборка. Да. Что там еще? Сдача в аренду, если нужно. Сдача в аренду и так далее. В общем, полный комплекс того, что предлагает сама по себе сетка Эдрес. И, к примеру, данный апартамент стоимостью $2 миллиона в месяц стоит в аренду $18 тысяч. Вот прямо данный апартамент на 43-м этаже за $18 тысяч можно сейчас снять
для себя, для того, чтобы получить удовольствие. Ну, это мурашки. Ну, и вы же поняли, что это Бурдж-Халифа. Только что внизу играли поющие фонтаны. Просто с ума сойти. Я думаю, мы не будем затягивать, да? Пойдем, я вам покажу, что стоит $2 миллиона. Ну, нет, не так. Нет, это Нет. не так. Это не так. Это не... $2 миллиона это вот это. Да. А все остальное это, Это просто. без экстра. Это бесплатно. та эмоция, Такое которую ты дополнение. получаешь, да. Но мало того, что эмоция, это комфорт. Вот здесь это комфорт. У вас, когда в Дубае не жарко, то есть мы это делаем в мае, с ноября, наверное. 30 градусов сейчас на улице. Нет, вот сейчас, да, сейчас Да. прохладненько. Я тут днем. Днем жарко, да. Если 36. брать днем ноябрь, к примеру, то можно спокойно здесь гулять, потому что у нас здесь Даже куча... в октябре уже хорошо. Вот, в октябре. Здесь куча прогулочных зон, поэтому и называется бульвар. Ну, то есть вы вышли спокойно, пошли пешочком по всему даунтауну, получая удовольствие. Вот это, кстати, вот тот самый мостик, вот этот самый Да. коридорчик, который закрытый с кондиционером, и вы сразу попадаете в Дубай-молл. Ну и, собственно, там же внизу можно увидеть бассейн. Все, друзья, я думаю, вы заждались. Пойдемте, я сделаю вам классический рум-тур, который мы так любим. Вы поставите лайки, отправите это друзьям, напишите свои комментарии. Но я вам честно говорю, когда своими глазами выходишь здесь на балкон, ноги подкашиваются, мурашки по телу, и твои глаза, если ты такого до этого не видел, испытывают, я не побоюсь этого слова, оргазм. Все именно так. Пойдем смотреть. Это же с ума сойти. Мы только что глазами стреляли искры из глаз. И давай сейчас я буду тебе просто покажу, как выглядит та самая резиденция, тот самый апартамент, когда ты забегаешь домой, и у тебя ночью бух, но днем-то вид не менее красивый, потому что там у тебя фонтаны, такая голубая лагуна, с правой стороны у тебя будет море видно, и, в общем, все это в высоких домах, сам ты высоко, сносит. Ну и плюс, естественно, все услуги отельные, бассейны, паркинг, рестораны, консьержи и так далее. Ребят, короче, это реально круто. Вот, тут надо просто своими эмоциями, потому что я заходил, и я сразу шел к окну. И вот когда ты подходишь, открываешь, бам! И все. И ты такой, оставайтесь, я здесь буду сейчас пить... свою Кока-Колу. Zero. Итак, заходим. С правой стороны у нас гостевой санузел есть. Действительно, есть. У нас в данной резиденции есть мини-кухня. Здесь встроено все, что необходимо. Стандартная кухня, на которой можно готовить и потихонечку выносить все к обеденной группе. Большой стол. Обеденная группа соединяется у нас с гостиной, где стоит большой телевизор. Присели сюда, ножку на ножку. Вот этот пуфик сюда потаскиваем, кладем свои красивые ножки, развлекаемся, смотрим канал «Дом с бассейном». А ты не забудь поставить лайк, написать комментарий, отправить другу. И дальше вот этот телефон на экране. В описании, в закрепленном комментарии есть вся информация про объект. И если тебе нужны объекты в Дубае, то пишешь на номер телефона прямо «Каталог Дубай», получаешь в ответ кучу информации. Если напишешь запрос, то еще и получишь по запросу кучу информации, что, по каким ценам, где, в каком районе можно купить. Просто профессионально и экспертно. Гостиная, соединенная с обеденной группой, отдельная кухня, отдельный гостевой санузел, входная дверь. Вот такая система управления всем. Натыкали, все это работает, плюсик-минус, включаем, выключаем свет и так далее. Огромная мастер-спальня со своим санузлом. Здесь у нас ванна, душ, умывальники и все остальное, то, что необходимо нам для ежедневной жизни. Огромнейшая king size кровать с супер мягким диваном. Не помню, то ли 2 раза в неделю, то ли раз в неделю. Приходят это все время, все чистят, убирают, чтобы если вы приехали, то было, о, боже ты мой. К окнам лучше вообще не подходить, там зависаешь на постоянно. Честно, эмоции вот именно такие. Подходишь к окну, остаешься там на минут 10. 10 минут просто из жизни. Пуф. А что происходит? Ты начинаешь мечтать. Ты высоко, а хочется еще выше. И все, мечтаешь. Огромная гардеробная.
А мечтать не вредно. И вам чего желаю, чтобы у вас были улыбочки, мечты и так далее. В общем, тут можно развесить все, что угодно. Стандарт. Встроенный шкаф. Ничего сверхъестественного, но приятно. И вообще, здесь мы говорим с вами про эмоции. 2 миллиона долларов. Я же вам говорил вначале. 2 миллиона долларов. И мне кажется, еще дороже станет. Не могу вам точно говорить, но есть полноценное ощущение, что такая недвижимость дешеветь не будет, уж точно. А здесь у нас душ-ванна соединенный, умывальник красивый, натуральнейший камень. И та самая спальня, где мы начинали. Та самая спальня 43-го этажа, где мы начинали. Данную резиденцию можно снять в аренду. Вы знаете за сколько. Я про это тоже вам в начале говорил, но должен был сказать. Единая система кондиционирования, система безопасности и так далее. Все это здесь присутствует в полной степени. Вбиваем в гугле адрес Бульвард и все понимаем. Но больше всего мне нравится, что это история, когда... Сейчас кто-то скажет: Саша, ты что? Да ничто. Сейчас еще такой ветер прохладный дует, хотя днем на улице 40, просто микроволновка. Ну просто сейчас стоишь, думаешь: боже мой, срочно несите мне что-то вкусное, я буду дальше смотреть это кино. Это «Матрица». Это красиво. Это красиво, это функционально, это особенно. Вот там внизу у нас бассейн. Мы его прям на него можем смотреть. Там же у нас ресторан, там же, я уже говорил, там у нас проход прям в Дубай Молл. А в Дубай Молл, ну, многие из вас уж точно знают, купить можно все. От батона до Луи Виттона. Все. Там у нас дальше есть прогулочная история. Вот за Бурдж-Халифой у нас есть такая красивая площадочка с озеленением и газончиком, где можно поотдыхать. Опера там, в общем. Это очень красиво. Это про эмоции. Это не про качество внутри. Это не про планировку, хотя она здесь хорошая. Это про эмоции. Это про то, где ты живешь. Ты живешь в центре одного из лучших городов мира, куда многие стремятся приехать. И мы не сравниваем сейчас Сочи и Дубай. Мы выражаем эмоции касательно того города, в котором мы находимся. Мы обязательно будем делать выпуски, где мы будем рассказывать про то и про то, пытаясь сравнивать. Но это неправильно. Два разных города. Разный подход, разная природа. Все разное, эмоции разные, люди другие. Все разное, абсолютно нельзя на самом деле это все сравнивать. Это неправильно, в корне неправильно. Это разная недвижимость, она про разное. Но это недвижимость про эмоции. Вам хорошего настроения, нам хороших продаж. Не забывайте мечтать, чтобы однажды вот так выйти и сказать: сделал, мое, могу. Горжусь. Просто радуюсь. Радуюсь, что могу. Пусть будет именно у вас так. И когда у вас будет именно так, набирайте мой номер телефона, приезжайте в Сочи или Дубай, и мы сделаем для вас все, чтобы найти лучшую недвижимость. Или там. И сделаем это профессионально. Мы поехали дальше. Пока-пока.